Подъемы гантелей в стороны. Стоя, ноги слегка расставлены, спина прямая, руки вдоль тела. Руки с гантелями слегка согнуты в локтях. Сделать вдох и поднять руки в стороны до горизонтального положения. В конце движения сделать выдох. Это упражнение развивает среднюю часть дельтовидной мышцы, состоящую из нескольких пучков, прикрепляющихся к плечевой кости. Использование не очень тяжелого веса позволяет рукам совершать более точные движения, необходимые для полного воздействия на среднюю часть дельтовидной мышцы. Что особенно эффективно в начальной фазе выполнения во всех положениях. Руки вдоль туловища, за ягодицами, перед бедрами. Этот отдел состоит из нескольких перообразных пучков, сходящих на плечевой кости, и выдерживает относительно тяжелые нагрузки. Целесообразно подбирать упражнения в соответствии со спецификой этой мышцы, меняя исходное положение. Руки за ягодицы, по бокам или спереди. Для лучшей проработки всех пучков средней части дельтовидной мышцы, учитывая различные типы строения тела, длина ключицы, покрывающая акромионы, уровень плечевого сочленения дельтовидной мышцы, необходимо подобрать собственную оптимальную траекторию воздействия, соответствующую вашим особенностям. Следует отметить, что боковые подъемы также развивают надосную мышцу, расположенную под дельтовидной мышцей в надосной ямке лопатки и прикрепленную к большому бугру плечевой кости. Поднимая руки выше горизонтального положения, можно развить верхнюю часть трапециевидной мышцы. Многие предпочитают не заходить выше горизонтальной линии, чтобы в первую очередь акцентировать нагрузку на среднюю часть дельтовидных мышц. В этом упражнении никогда не используют слишком тяжелый вес. Его повторяют от 10 до 25 раз с короткой паузой для отдыха. Изменение траектории движения для достижения ощущения жжения дает лучшие результаты. Для большей интенсивности в перерывах между повторениями задержите на несколько секунд руки в горизонтальном положении, соблюдая изометрическое напряжение. Во время боковых подъемов перистые пучки средней части дельтовидной мышцы, обладающие большой силой, но слабым потенциалом сокращения, действуют совместно с передними и задними отделами дельтовидной мышцы, чтобы привести руку в горизонтальное положение. Количество актина и миозина в волокнах веретенообразных мышц соответствует их поперечному сечению. Количество актина и миозина в волокнах перистых мышц соответствует сумме костных сечений А1 и А2. Актин и миозин, белки мышечных волокон, являются основными сокращенными элементами с максимальной силой сокращения, равной 5 кг на сантиметр квадратный сечения. Существует два варианта фаз движения. Руки подняты до горизонтального положения, задействованы дельтовидные мышцы. Руки подняты выше горизонтального положения, задействованы верхние и передние части трапециевидной мышцы. Подъемы гантелей вперед попеременно. Стоя, ноги слегка раздвинуть, гантели держать хватом сверху перед бедрами. Сделать вдох. Сначала поднять одну руку вперед до уровня плеч, а затем опустить ее. То же движение выполнить другой рукой. В конце движения сделать выдох. Это упражнение воздействует главным образом на переднюю часть дельтовидной мышцы, ключичную часть большой грудной мышцы и в меньшей степени на среднюю часть дельтовидной мышцы. Во всех подъемах рук задействованы также мышцы-агенты, связывающие лопатку с грудной клеткой, например, передняя зубчатая мышца и ромбовидные мышцы, стабилизирующие движение плечевой кости. Есть несколько вариантов. Вариант, опершись животом на наклонную скамью, и вариант фронтальный подъем стоя. Подъем гантелей в сторону одной рукой, лежа на боку. Полулежа боком, на полу или на скамье, гантель держать хватом сверху. Сделать вдох и поднять руку вверх до вертикального положения. Сделать выдох по окончании движения. В отличие от положения стоя, при котором нагрузка на мышцу возрастает постепенно, достигая своего максимума в конце движения, при выполнении этого упражнения основное усилие концентрируется уже в начале движения. Лучших результатов можно достичь, делая 10-20 повторений. Примечание. Это движение особо воздействует на надосную мышцу. Главным образом в начале движения. Варианты исходного положения. Гантель расположена спереди у бедра или несколько сзади. Задействуют остальные части дельтовидной мышцы.
На этом на сегодня все. Если есть какие-нибудь вопросы или хотите поделиться своим мнением, пишите комментарии, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. А пока до скорого и помните, наступило время взять все в свои руки.